Всем привет! Вы на канале Анлис. Сегодня будем вязать вот такую великолепную шапку с косами для девочки. Шапка вяжется быстро и легко, потому что содержит лицевые петли и одну изнаночную. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. А также ставьте лайки. Вам не трудно, а мне приятно. Давайте приступим. Ровных вам петелек и хорошего настроения. Будем вязать из пуха норки. Вот такой цвет серый. Номер цвета 03. Здесь еще написано 2288. Может быть, кому-то понадобится. В 3 нити, 3 моточка и 2 дополнительные ниточки. Спицами буду вязать номер 4. Будем вязать шапочку для девочки 6 лет, может быть 5. На обхват головы 49, 50 и до 53 сантиметров эта шапочка подойдет. Обхват головы от 49 до 53. Шапочку вяжем с косами. И шапочка очень красивая, оригинальная, поэтому давайте свяжем вместе, чтобы наши малышки были тоже очень в красивых шапочках. Набирать буду самым обычным способом. Так, завожу спицу и вот так уже 2 петли, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И так набираю 91 петлю. Набрали мы 91 петлю. Теперь мы первую и 91 соединяем вместе. Смотрим, чтобы нигде ничто не закрутилось. Соединяем 91 и первую. Вот так вот провязываем через нее. Вот так раз. И все. И она у нас провязана. Теперь подтягиваем петельку и вяжем 8 лицевых, 1 изнаночная. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 1 изнаночная. Изнаночная, и теперь опять 8 лицевых. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 1 изнаночная. Так вяжем до конца. До конца ряда вяжем изнаночная. Теперь 8 лицевых, и так вяжем до... Вот довязали мы почти до конца ряда. 8 петель лицевых и последняя изнаночная. Изнаночная. Это был у нас первый ряд. Так мы должны провязать 10 рядов. Что я делаю, чтобы не путаться? Вешаю маркер. Это был первый ряд. Сейчас я буду вязать второй ряд, поэтому я вешаю еще один маркер, что это второй ряд. Второй ряд вяжу. Опять 8 лицевых. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 изнаночная. И так я вяжу, пока у меня не будет 10 маркеров. То есть 10 рядов нужно связать вот таким образом. 8 лицевых, 1 изнаночная. 10 ряда маркер вешаем, это 10 ряд. Теперь мы будем формировать с вами косы. Первую косу мы эти 8 петелек ничего не будем делать.
их просто провязываем лицевыми. 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одна изнаночная. А теперь вот с этой восьмеркой мы будем ее формировать в косичку. Мы первые петельки снимаем 4. 1, 2, 3, 3, 4. Снимаем, отправляем за работу. Теперь провязываем 4 петельки. 1, 2, 3, 4 провязали. Теперь синюю спицу мы тоже будем провязываем. Делаем накид и провязываем эти петельки тоже лицевыми. 1, 2, 3, 4. И одна у нас изнаночная. Изнаночная. Дальше что делаем? Теперь вот мы сформировали одну косичку. Теперь эти 8 мы не провязываем. Мы не формируем косичку, просто провязываем лицевыми. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и одна изнаночная. Через одну делаем косички, значит. Сейчас мы опять делаем косичку. 4 петли снимаем за работу, отправляем 4 петельки. Потом 4 этих мы провязываем, которые на основной спице. 1, 2, 3, 4. Теперь на синей спице мы провязываем наши 4, но делаем сначала накид и теперь провязываем 4 петельки. 1, 2, 3 и 4. Теперь у нас изнаночная и опять 8 петелек, которые мы просто провязываем. 8 лицевых. 8 лицевых. Одна изнаночная. И опять формируем косичку. Вот. Формируем косичку сами, точно так же, как и до этого. 8 петель ничего не делаем, просто провязываем лицевыми. Следующие 8 петель формируем косичку. Так до конца ряда. Мы сформировали все наши косички. Теперь здесь у нас их 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы все 10 провязали. Теперь что делаем дальше? Теперь мы провяжем еще 10 рядов. Опять же, что делаем? Так как это начало ряда, я опять вешаю маркер и вяжу. Здесь мы пока ничего не меняем, ничего не делаем. Вяжем 10 рядов без изменения. 8 лицевых, 1 изнаночная. 8 лицевых, 1 изнаночная. Так делаем 10 рядов. И каждый раз, когда дохожу сюда, я вешаю маркер, чтобы знать, что я провязала 10 рядов. Вот. Вяжем самостоятельно 10 рядов. Помним, что у нас есть накид, который нужно не провязывать, а снимать. 3 петли, 4. Сейчас у меня накид, я его снимаю, не провязываю. 5, 6, 7, 8. Изнаночная. Вот мы довязали 9 маркеров у нас на спицах. Теперь ставим 10 маркер и будем формировать косичку, которая
у нас еще не формировалась в этих 8 петельках. Точно так же мы делаем 4 петли, снимаем за работу. 1, 2, 3, 4. Отправляем за работу. Теперь провязываем 4 петли на основной спице. 1, 2, 3, 4. Теперь на синюю спицу будем провязывать, но сначала делаем накид и теперь провязываем 4 петельки. 1, 2, 3, 4. Все провязали. Теперь у нас изнаночная и 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одна изнаночная. И опять мы формируем косичку, где у нас были просто 8 петелек. Точно так же мы 4 петельки снимаем на дополнительную спицу. 1, 2, 3, 4. Отправляем ее за работой. Провязываем с основной спицы 4 петельки. 1, 2, 3, 4. Теперь будем провязывать на синей спице, но прежде делаем накид и провязываем 4 петли на синей спице. 1, 2, 3 и 4. И так мы повторяем до конца нашего ряда. Провязываем изнаночную, 8 петелек, и где у нас ничего нету, мы формируем косичку. Так делаем до конца ряда. Вот смотрите, мы все наши косички сформировали. Вот, дошли до маркеров. Перед маркером у нас одна изнаночная. Я ее провязываю. Все мои маркеры 10 снимаю. Что теперь будем делать? Вот смотрите, какая красота получается. Теперь один маркер вешаю. Провязываю лицевыми косичку, которую только что мы сформировали. 2, 3, 4. Накид у нас вот тут вот. Мы его снимаем, не провязываем. И опять 4 петельки. Дальше мы будем именно так вязать. Это первый наш ряд. Не забываем снимать накид, который мы делали, и провязываем 8 просто петелек. Когда у нас опять мы свяжем 10 рядов, будет 10 маркеров у нас. Кто-то может писать, что он связал один ряд, пишет, зачеркивает, ряд связал, второй ряд зачеркивает, пишет вот так, чтобы не запутаться. Когда мы 10 рядов свяжем, тогда, когда 10-й повешаем, будем формировать нашу косичку, вот эту вторую. Вот довязали мы до нашего маркера, изнаночную провязали. Здесь у меня 9 маркеров. Вешаю 10-й. И что теперь делаем? Провязываем 8 петель, которые у нас были лицевыми. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одна изнаночная. И теперь мы будем формировать вот эту косичку. Ее сразу видно, когда нужно формировать какую. Вот эту мы не формируем. Видите, мало здесь расстояния, а здесь много. Поэтому вот эту мы сейчас будем с вами формировать. Вот. Точно так же
4 петли за работой оставляем. 1, 2, 3, 4. Снимаем, отправляем за работу и провязываем 4 петли на основной спице. 1, 2, 3, 4. Делаем накид, накид и накид, и 4 провязываем. 1, 2, 3 и 4. Теперь провязываем изнаночную, вяжем 8 лицевых и будем формировать опять косичку нашу. 1 изнаночная. И вот наша косичка. Мы ее сейчас тоже также будем 4 за работой провязывать. Сначала снимем 4, 3, 4, отправим за работу. Теперь на дополнительное провяжем 4. 1, 2, 3, 4. Опять на синий будем провязывать, делаем накид и провязываем 4. 1, 2, 3 и 4. И так вяжем до конца ряда. Когда довяжем до конца ряда, помним, что в косичке здесь у нас накид. Его мы не провязываем, просто снимаем. Сейчас формируем косичку до этого, до конца ряда. Довязала я последний перехлест. Здесь все маркеры я снимаю. Оказывается, изнаночную не провязала. Изнаночную провязываю. Маркеры все снимаю. Теперь один маркер оставлю. Это начало, значит, наших первый ряд из 10. Провязываю все петельки лицевыми и по одной изнаночной. 8 у нас лицевых и 1 изнаночная. Провязываем 8 лицевых, 1 изнаночная. Только что мы формировали с вами косичку, поэтому помним, что чтобы не запутаться, я всегда считаю 4 петли, 3 провязала, 4, вот такая как бы как 5, но она, это не 5, это накид, мы его просто снимаем. 5, 6, 7, 8. Для чего считаю, чтобы накид никогда не провязать, а то придется распускать. Поэтому в вязании любит тоже счет. Особенно когда вяжем косички, нужно либо записывать, либо вешать маркеры, чтобы не путаться. Вот так мы вяжем нашу великолепную шапку с косами. Просто шедевр. Вот накид сняла я и опять вяжу 4 петельки. Вот. Вяжем. Какая красота получается. Посмотрите, просто прелесть. Вязали мы до 10 маркера. 10 маркер я повешала. Провязываю 8 петель лицевых. И у нас 1 изнаночная. Сейчас мы видим, что у нас в 10 мы всегда делаем нашу косу. Здесь вот немного, а здесь
20 петель у нас уже. Поэтому мы их в каждом 10-м ряду мы делаем наши косички. Вот 3 и 4. Отправляем за работу. За работой вяжем 4 петельки. 1, 2, 3, 4. Теперь переходим на эту спицу синюю, делаем накид и провязываем 4 петельки. 1, 2, 3, 4. Так вяжем до конца ряда. 8 петель изнаночная, потом косичку формируем. Убавки. Маркеры снимаю. Один маркер оставляю. Это первый ряд. Что будем делать? Вот эту первую петлю разверну и вот так провяжу лицевой. 2 петли вместе. Делаем наше убавление. 2 убавки мы сделали, то есть одну убавку сделали. Теперь провязываем эту косичку до конца. Один у нас одна изнаночная. Сделали в начале ряда убавление именно этой косички. Теперь убавку сделаем в косичке, которую только что формировали мы ее. Довяжем 3 петли, 4-ю накид снимаем, 4-ю и 5-ю мы провяжем вместе. Вот так провязали вместе. Теперь провязываем оставшиеся 3 петельки. Теперь у нас будет изнаночная и опять первую вот эту в этой косичке мы первые 2 петельки провяжем вместе. Перевернули петельку и провязали лицевой. Теперь провязываем до конца. Это у нас вот такие мы делаем убавления сейчас. Одна изнаночная. И опять в серединке будем делать убавление в этой косе. 2, 3, 4-ю и накид снимаем, возвращаем петельку и провязываем 2 вместе. Вот. Теперь довязываем 3 петелечки. Так делаем до нашего маркера. Убавления такие до нашего маркера. Довязали мы первый ряд. Вешаю маркер. И сейчас 2 и 3 будем вязать без изменений. Все как по рисунку. Значит, все вяжем косички лицевыми все. Потом у нас изнаночная. 2 коса тоже лицевые. Так вяжем 2 и 3 ряд. Провязываем. Провязали мы 3 ряда. 4-й ряд будем делать убавление. Провязываем 2 на конце этой косички будем делать убавку. Провязали 2, 4, 5, 6 и 7, провязываем вместе. Лицевой, изнаночная, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 провязываем вместе. Опять изнаночная, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 вместе.
лицевой. Так вяжем до конца ряда. Сделали убавление в 4 ряду, 5 ряд вяжем по рисунку, нигде ничего не убавляя. В косах вяжем лицевые петли, потом 1 изнаночная, потом опять у нас лицевые петли во второй косе. Вяжем, потом опять изнаночная будет, и так вяжем 5 и 6 ряд. Довязали мы 6 рядов, провязали 7 ряд, сделаем убавление в начале ряда, перевернем петельку и провяжем вместе. И так в той косичке тоже во второй также сделаем. Изнаночная, переворачиваем косичку и провязываем 2 вместе лицевой. Опять изнаночная, первую петельку снимаем, переворачиваем, провязываем 2 вместе. Так вяжем до нашего маркера. Вот так. Провязали мы 7 рядов, 8 и 9 будем вязать без убавок. Как видим петельки, так и вяжем лицевые, лицевые, изнаночная, лицевые, провязываем, изнаночная. Так вяжем 8 и 9 ряд. 10 ряд. Мы сейчас будем делать косичку. Вот видите, она такая длинненькая у нас, поэтому мы сейчас сделаем перехлест. Так, у нас 4, поэтому 2 отправим за работу. Две петли за работу. Раз и 2. Отправляем за работу 2 петельки и провязываем 3 петли. Раз, 2, 3. Делаем накид и провязываем 2 петельки с этой на синей спице, 2 петли. Потом у нас изнаночная, ее провязываем и 5, раз, 2, 3, 4, 5 петелек провязываем на второй косичке. Сейчас делаем опять перехлест. 2 петли снимаем за работой. Теперь провязываем с основной спицы 3 петли. Раз, 2, 3. Провязываем на синий, делаем накид и провязываем 2 петли здесь. Раз, 2. Изнаночная. И так провязываем до начала маркера. Провязали мы нашу косичку, сделали мы ее, сняла я маркеры, и теперь первый ряд маркер повешала. Теперь мы в этой косичке, которую сформировали, только что перехлест сделали, мы сделаем убавку. Вот 2 петли провязали, 3 накид снимаем и 4 провязываем вместе. 2, 3 и 4 провязываем вместе. И 1 лицевая на конце. Теперь изнаночная. И провязываем эту косу
без изменений. Только убавку будем делать в косе, которую только что сформировали. Значит, одну провязываем, вторую провязываем, третью снимаем, снимаем накид, не провязываем, возвращаем петельку на основную спицу, на левую, и провязываем 2 вместе. Теперь провязываем последнюю лицевую, изнаночная у нас, и петельки без изменения в этой косе провязываем все вместе. Теперь изнаночная. Так будем вязать до нашего маркера. Провязали мы этот ряд. Второй ряд провяжем без изменений, без убавок провяжем второй ряд. Как видим, так и вяжем: лицевые, лицевые, изнаночную, изнаночной, лицевые, лицевые, провязываем, изнаночная у нас одна, и так далее. Довязываем до маркера. Провязываю третий ряд, второй, значит, и третий. Сейчас будем делать убавление. Убавку будем делать в наших изнаночных. Провязываем лицевые. Теперь изнаночную и первую лицевую в косичке провязываем вместе. Теперь дальше опять провязываем лицевые, довязываем до изнаночной, изнаночную и лицевую в косичке провязываем вместе. Опять вяжем, доходим до изнаночной, изнаночную и лицевую провязываем вместе. Так вяжем до маркеров. Довязали до конца. В конце у нас одна изнаночная. Мы ее снимем и провяжем, эти маркеры снимем и провяжем ее с лицевой, которая в косичке здесь в конце. Теперь повешаю маркер и свяжу один рядок просто лицевыми. Просто ряд лицевых свяжу. Свяжите один рядок лицевыми. Провязала лицевые. Теперь будем делать убавление в каждые 2 петли вместе провязывать. Вот, 2 петли вместе. Одну сниму, переверну ее и провязываю лицевой. Переверну первую петельку и 2 вместе лицевой. Переворачиваем петелечку и провязываем лицевой. Переворачиваем петельку и провязываем лицевой. Так вяжем вот до начала наших убавок. Вот, видать, когда убавление. Вяжем. Сделали убавление. Теперь я маркер повешаю и просто провяжем этот ряд просто лицевыми. Потом оторвем ниточку и крючком закроем наши петельки. Просто лицевыми провязываем. Просто один рядок провяжем лицевыми, вот так. Закончили провязывать ряд. Теперь нитку обрываем и будем крючком просто петельки снимать и закроем, затянем, и все, наша шапочка готова. Как я это делаю? Вот так протаскиваю. И теперь крючок ввожу
и спускаю каждую петельку, крючок ввожу и спускаю. Так делаю все петельки. Вот так. Вот так спустить нужно все петелечки. Вот спустили мы все петельки. Теперь подтягиваем в наше отверстие, проталкиваем веревочку нашу. И теперь выворачиваем наше вязание. Петельку хорошо затягиваем. Затянули. Берем крючок и вводим в петельку. Вот петелечку. Вот. Теперь крючок протаскиваем через эту петелечку вместе с ниточкой и делаем такой узелок, затягиваем. Все, узелок затянули. Теперь мы просто вот так подхватываем петельку и прячем нашу ниточку. Вот так петельку и прячем нашу ниточку. Здесь вводим в косичку и в косичку прячем. Все, наша шапка готова. Получили огромное удовольствие от вязания. Теперь ниточку эту обрежем и все, постираем. Она распушится сейчас. Просто будет шедевр. Вот такие у нас классные косы получились. Размер шапочки, вот размер этой шапки мы сейчас узнаем, сколько она в высоту у нас. Вот начало, и вот 22 сантиметра. Эта шапка связана на размер 50, 51, 52, 53. Это детская шапочка. У кого такой размер головы, то спокойно можете по моему образцу связать себе вот такую великолепную шапку с косами. Что еще можно сказать по этой шапке? Что вы можете здесь сделать не сразу, вот как я, к примеру, косы начала оформлять, а можете провязать несколько рядов резинкой 1 на 1 и потом формировать уже косички, к примеру. Но шапка шикарно смотрится именно в таком формате, поэтому вяжите, подписывайтесь и получайте удовольствие от ваших уже работ.